Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Na'Vi CSGO, рядом со мной Андрей Блейд, и это наша уже постоянная рубрика On The Edge при поддержке нашего партнера Philips OneBlade. Philips OneBlade с уникальным лезвием подравнивает, делает контуры, бреет щетину любой длины в любом направлении. Выбирай свой стиль с Philips OneBlade. В рамках этой серии видео мы с Андреем будем обсуждать актуальные, возможно, даже резонансные новости, которые произошли в мире киберспорта и CSGO в частности. Ну, давайте приступим. Андрей, ты готов? Да. Давай с тобой поговорим о последних событиях в жизни команды. Вот вы выиграли EPL, и в связи с этим пошло очень много разговоров и обсуждений, конечно, вокруг Валеры Бита, в частности. Потому что с его приходом мы уже завоевали несколько титулов, и он кажется довольно таким спокойным и хладнокровным человеком. Мог бы ли ты его так охарактеризовать? Как вообще ты бы описал его прогресс на данный момент как игрока? Ну, прогресс хороший, он еще очень юный игрок, да, он хладнокровный, и это, наверное, и плюс, и минус, потому что он очень максимально сфокусирован на себе, на своей игре. Игра командная, нужно уметь впитывать всю информацию и все изменения, которые происходят в игре внутри раунда, и быстро на них реагировать. Благодаря тому, что он такой вот спокойный, он не успевает иногда услышать что-то важное, проговорить что-то важное, вот. Но плюс в том, что это не дает ему сильно переживать, то есть он фокусируется и в ключевые моменты может как минимум проявить свою стрельбу, она у него очень хорошая, вот. Но есть минус то, что он не успевает в коммуникации или каких-то в анализе. Вы как-то работаете над этим дополнительно? Вот как развивать свое аналитическое мышление? Марина, она работает над этим. Марина. Это наш психолог. Спортивный психолог, да, она работает именно над навыками мозга, в такой спортивной категории, то есть все, что ему необходимо, то, где он приседает, она старается давать ему упражнения, которые будут это развивать. Класс, хотелось бы такие упражнения на себе немножко. Хорошо, давай двигаться дальше. У нас впереди много интересного. Например, СНГ РМР, который пройдет с 29 по 3. Сегодня 27 число, мы записываем в преддверии как раз это видео. Расскажи, как тебе вообще формат с группами Best of 1 и вообще формат предстоящего РМР? Честно говоря, у меня нет какой-то фобии Best of 1, но многие люди именно говорят, что это рандом, и... Что это отличный шанс андердогам одолеть фаворита, потому что это всего одна карта. Короче, какой-то боязни у меня никогда не было, потому что, как минимум, я в своей команде старый Flipside много играл Best of 1 на минорах, и мне этот формат знаком, то есть я считаю его вполне адекватным, потому что в северных условиях, окей, может быть рандом, но большая часть игры все равно не идет не рандом, а твоя подготовка, работа твоей команды внутри игры, то есть тимплей, коммуникация, анализ внутри игры. То есть я считаю, что все-таки это больше не рандом, а объективный способ определить лучшего, да? Но так как все играют все время Best of 3, тяжело играть Best of 1. И из-за этого происходит доля рандома, потому что ты привыкаешь к другому темпу. У тебя всегда есть вторая карта, у тебя всегда третья своя, у тебя есть возможность где-то даже концентрацию растянуть на 3 карты, а не на одну. А здесь нужно все как-то вот более в компактном, в сжатом режиме это сделать, чтобы каждый раунд сыграть на максимум. Вот. Нужно как-то определенно настраиваться на эту игру, как вести себя в это оптимальное боевое состояние. Карта, которая у тебя есть. Не промазать ни одной гранаты, там, потренировать их перед игрой. Пройтись по геймплану. У тебя меньше, в принципе, информации перед матчем. У тебя есть 3 карты обычно, когда ты играешь, надо все повторить. И по сопернику, и по себе. Здесь одна, опять же, намного легче это сделать. Да, и вести себя в максимальное боевое состояние сразу с первого раунда, потому что если ты упустишь первый, четвертый, ты уже проигрываешь и может на тебя счет давить. Все-таки это больше навык игры, не в том плане, что это рандом, потому что не все привыкли это делать, играть Best of 1, вот так. Что скажешь вообще о ваших целях на РМР? Потому что вы уже гарантировали себе путевку на мажор, но все равно нужно каким-то образом пробиваться как можно дальнюю стадию. Вот что скажешь о целях на РМР и о вашем главном сопернике, Gambit? Вы не встретитесь с ними в группе, но потенциально можем увидеть вновь финал Gambit Na'Vi. Вот расскажи, что ты думаешь о Gambit сейчас? Не знаю, потому что я мало их анализировал.
но чисто просто результаты. То есть они проиграли EPL, вот, ну, именно плей-офф. И... С чем связан, на твой взгляд, этот спад? Потому что они же доминировали несколько месяцев на мировой сцене. Наверное, не вышли еще из отпуска, не вернулись в оптимальную свою форму. Вот. Но в целом вопрос доминации — это все очень относительно, потому что очень много факторов играют важную роль. На каком уровне находятся команды, которые конкуренты, у кого-то были перестроения и так далее. Они хорошо сыграли на неожиданности, то есть они резко выскочили, всех удивили. Команды до этого их сильно не изучали. Потом был период, когда уже все, в принципе, признали то, что Гамбит сильная команда, и к ним готовились очень усердно. И вот тогда Гамбит все равно как бы их обыгрывали, ну, эти команды. Вот. Но плюс был, наверное, в том, что это было онлайн все-таки. Доминация прекратилась даже уже под конец сезона, да, то есть, наверное, где-то вот как раз после нашей победы на РМР. Вот, и сразу лан, сразу небольшой стресс, и получилось так, что вот у них пошел спад с этого момента, с Кёльна, вот ЕПЛ, и сейчас будем смотреть, в какой они форме, то есть всегда надо смотреть перед турниром, в какой они форме, но я думаю, что нет прям четкого какого-то ясного понимания, что они сейчас главный фаворит, ну, я имею в виду главный конкурент наш, вот, потому что, может быть... А кто еще, да, может? Если про СНГ говорить, но опять же Spirit, но я больше имел в виду в мире, то есть есть очень много команд там, и FaZe, и Heroic, и Vitality могут подтягиваться. По-моему, Vitality как раз таки, по-моему, да, и обыграли Гамбит. Поэтому много команд, то есть мы не фокусируемся конкретно на Гамбит сейчас. Вот только что завершился Blast, групповая стадия осенняя. Впереди РМР, который вы будете играть уже на новом патче. Пару слов о обновлении и как ты относишься к тому, что Valve выкатывает такие большие обновы перед таким важным турниром, как РМР? Плохо, потому что нет времени адаптироваться. Вот тут будет небольшая доля рандома, потому что непонятно, в каком балансе находится этот патч все еще. Мало ли кто-то придумает что-то очень интересное или откроет что-то очень необычное, какую-то имбу. Вот. Намного лучше, когда есть какой-то период, там 2 месяца хотя бы, чтобы был больше баланс, какие-то патчи пообновлять еще немножечко, чтобы скорректировать. А так отношусь, ну, не очень. То есть, я думаю, как и все понимают, что это какая-то была спешка. Ну, работа у тебя прибавилась, да, перед РМРом? Ты сейчас сидишь и анализируешь патчи 24/7? Не, наш Blast был, поэтому был фокус на Blast. Если так посмотреть на патч, то ничего сверхсложного нет для анализа, да, то есть ты сразу увидел переменные, что изменилось с игрой, и постепенно ты как бы уже даже играя в старом патче, понимаешь, здесь будет новым по-другому, здесь по-другому. То есть какие-то просто понимание приходит со временем. Да, есть много разных фишек, которые можно добавить, интересных. Мне даже больше, наверное, позитивных сторон, чем негативных от этого патча. То есть дроп-гранат, мне кажется, может дать много плюсов, чем минусов. Ты упомянул, что вы были сфокусированы на Бласте, вы выиграли группу С. Расскажи, мы видели, допустим, пик Ancient от вас, который завершился 4-16 не в вашу сторону. Расскажи, подведи некие итоги Бласта, почему был такой выбор карты, это был некий эксперимент, вы тестировали свой Ancient или что это было? Разные факторы, то есть у нас хороший винрейт на этой карте, был хороший уже натренированный Overpass к этому времени. Ну вот с Overpass'ом как раз все складывалось успешно. Да, но они пикнули Overpass, нам как бы выбор, типа, что брать. Нюк не хотелось, потому что мы знали, что она будет 3-я, плюс они ее ждут прямо вот на втором пике, и хотелось чем-то удивить. Думали брать DS2 или Ancient. Винрейт лучше был на Ancient, у них карта более была слабая к этому времени. Они сыграли буквально второй Ancient всего лишь. Показали практически все, что у них было в игре против FaZe. Несколько игроков там хотели прям проявить себя на Ancient, и мы решили взять Ancient. Вот, но это хорошо, потому что мы можем видеть, что не получается, это только плюс нам. Но в целом Blast прошел так, как вы планировали, да? Как ребята настроены на РМР, в каком состоянии? Ну, мы так не планировали, прям, мы никогда не планируем, что мы выиграем турнир. Ну, то есть мы, может, верим в это, но мы не уверены в том, что мы всех обыграем. Были потные матчи. Против кого было сложнее всего? FaZe? У нас, в принципе, во всех матчах было все очень одинаково. И с Complexity мы отдали
по-моему, одну карту, правильно же? Ну, Ancient как раз вы отдали в комплекте. Первая игра, я имею в виду. С OG мы отдали Dust. В той встрече, первой, второй мы отдали по одной карте Ancient Dust и выиграли первую, третью. Кроссовер классы против OG и против комплекте. По-моему, там счета было не больше 10 раундов вроде как. Вот. Не супер уверенно, но в то же время такая убедительная победа. Но там были просто моменты, где мы вытаскивали какие-то раунды, и поэтому мы ушли в этот отрыв. То есть где-то мы не дожали в каких-то моментах, клатчах. Где-то на классе просто. Да. И, в принципе, наверное, это и есть наша сила. То есть, наверное, топ-1 должен чем-то выделяться в этом плане. Однозначно, это было абсолютно заметно зрителям. Самое главное, наверное, новость, которая произошла за последнюю неделю-две, это то, что Егор таки покидает основу. Можешь немножко раскрыть карты, когда пришло понимание, что Егор больше не вернется не вернется в основу, да? И насколько болезненным было это расставание, этот разговор, и что ждет Егора дальше? Егор сидел на банке запасных, не было возможности ему никак играть за нас. Ему, опять же, тоже сидеть без дела не очень полезно. Ему нужно возвращать свою форму. Были, насколько я помню, насколько я слышал, попытки найти какую-то возможность сыграть в другую команду из СНГ, но вопрос был точно не в оффере, не в прайсе. Его готовы были отпустить. Это было их решение отдельно, да? Это, скорее всего, команда думала, решала, принимала решение. Сейчас мажор впереди, не все хотят до мажора что-то менять. Конечно. Вот, и поэтому, видимо, было принято решение сделать его фри-агентом, чтобы он мог уже искать себе место, потому что, по сути, с расписанием, не с правилом Valve, с расписанием турниров, шестого игрока пока некуда, в принципе, впихнуть. Но, насколько было понятно из анонса, мы увидим Егора в Na'Vi Junior. Как раз стартует второй сезон Академии. Так ли это? Мы увидим его в основе Na'Vi Junior? Да, и вроде бы он уже играл отборочный на какой-то турнир недавно. То есть он, я слышал, тренируется с Na'Vi Junior. Посмотрим, да. То есть ему наверное, полезно проявить себя в этот период до мажора, чтобы когда мажор закончится, все увидели его игровую форму, потому что он давно не играл, и многие могут сомневаться без теста, сразу игрока подписывать. Нужно, чтобы он проявил себя. Спасибо тебе большое, Андрей, что уделил нам время, ответил на все наши вопросы. Вы присоединяйтесь к обсуждению в комментариях и не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всем спасибо, друзья, и всем до свидания. Пока.